Сейчас, друзья, начнем. 5 секунд. Что-то какая-то у меня, как всегда, лабуда. Так, так. Да, вот тебе и рестрим. Это нифига не работает. Да ладно. Ребят, если на Твиче картинка, дайте знать. Я что-то просто не понимаю, как это работает. Система не пиль. Рестрим, я имею в виду. Если нету, дай бог с ним. Значит, будем что-то по-другому делать. Наймота, и тебя с наступающим. Спасибо большое, спасибо от души. Так, в общем-то, друзья, всем привет, вы на канале Байлстрим, с вами Михаил. Продолжаем мы прохождение Assassin's Creed Odyssey, у нас 5-й стрим прохождения. В общем, там нам надо взять форт, что-то по сюжету сделать. Хорошего вам дня, с наступающим вас Новым годом, искренне вам желаю здоровья крепкого,
как у тигра. Счастья, здоровья, тепла, там, уюта, всего-всего. Вот. Сегодня мы поиграем. Завтра, ребят, постараюсь сделать розыгрыш по каким-либо играм. Во сколько что, сам еще без понятия. В течение дня будет это все дело. Но, возможно, я буду играть, наверное, в ходс. Я просто не знаю, какую-то сингл-игру проходить, это будет, наверное, неправильно. К тому, что все захотят поиграть. Вот. Поэтому залетайте, если интересно. Будем разыгрывать. Поиграем с вами. Есть он на Твиче, ребят? Скажите, там есть картинка? Вообще нету? А то у меня тут 2 дня не было. Не стоит здесь оставаться. Да. Согласен. Да, у нас крепость Фарсале. И тут что-то прям все очень сложно. Он там, получается, сокровище. Тут основная цель на самом деле... Ее нету. Тут какого-то челика поставили. Убейте Элпинора. Вот, да. Если мы сейчас его поймаем, накажем, наш герой скажет: ах, это не ты. Нас заманили в ловушку, короче, как-то так. В общем-то, давайте бахать. Нет картинки. Блин, ну вот я понял так. Спасибо большое, спасибо. Слушай. Я так и не понял, как эта штука работает, честно скажу. Ну, кажется, я понял, почему. Там слишком большой битрейт. Не под YouTube. Спасибо большое, спасибо. Потом тогда на записи, наверное. Либо на YouTube переходите. Так, ладно, погнали. Помчались. К сожалению, не было времени протестировать. Я даже в Дзене это не заводил стримский. Так, откуда я тут начинал-то? А, тут сокровища. Ой, сокровища эти. Как его надо штуки-то поубивать? Боеприпасы. Сначала собираем, да, я помню. А потом поджигаем. Ребят, надеюсь, что настрою и картинка будет в ближайшем будущем. А то что-то в Уртоне чат рестрим взял, а это DLC. А оно не работает. Но я понимаю, там уже правила Твича, типа, не позволяют 1440 там туда-сюда картинку вводить. Опачки. А кто тут у нас? Это, если я не ошибаюсь, уже 4-й или 3-й... Да, 4-й или 3-й раз где-то я беру эту крепость. У меня не получается. Ну, то есть получается, но... Они вызывают подкрепление. Садовый горох, говорит, взял. Так, здесь тоже где-то припасы. Да, вот они находятся. Окей. Так, нам самое главное под шумок того еще и того, и следить за... За трупом. Вроде не успел, да? А, вон, обнаружил. Работа мастера. Не хотел бы я с ним столкнуться. Да я здесь.
Стой, стой, вот оповещение вообще не в тему, оно. Хух. Что ж ты ругаешься-то, братан? Каянову его по голове. Хорошо. Тут вроде немного справились. Давай-ка мы... Сейчас того снимем. Потихонечку рысь, точно. Мне показалось крыса. Клык крыса. Не. И текаем. Так, а сокровища мы еще ни одного не забрали, да? Он опять идет. Не, с первого удара я его точно не убью. Ушел. Хорошо. Туру-туру-ту. Можешь попробовать, типа, как-то свистнуть ему. Нет, я явно что-то слышал. Да что ж ты? Не кричи. Не-не-не, стой. Так, отсюда мы не залезем. Стой, давай-ка обойдем. Где тут у нас подъем-то? Вот он. Туру-туру-туру-ту. Так, сокровище снизу. Там один у нас постовой. Давай займемся тогда уж. Я вот удивляюсь, как они... Как они так вот ходят-то, а? Ну, понятное дело, патрулируют. А сколько их там? Вон опять, смотри, патруль. Может, тем самым их меньше станет в порте, в крепости в целом. Там еще, короче, шеф идет, ну, типа капитан или кто-то. Угу. Заметили? Я тоже заметил. Ох ты. Вот как. Это даже не удивляет. Элпинор! Ах ты трус! Вот. Элпинор знал, что я приду. Отправил самозванца и заманил меня в ловушку. Все кончено, Элпинор. Ты умрешь, как и твой двойник. Так, какой-то шлем нам не по рангу дали. Хорошо. Будет что одеть.
Так, давай прочитаем. Да, друзья, задание. Оружие. Оружие дали? Мясорубка, урон охотника, адреналин, а тут просто урон охотника, ну, немножко менее, да? Адреналин за удар. О, нет, вот это я разбираю, Это нам все не нужно. Так, что по шлему? По шлему дали 13-й. Так. По заданию. Николас предупредил Алексиса о змеях в траве. Это не то. Какой Николас? Какие змеи? Стой. Снаряжение. Вот. Позаботься, чтобы это, раз так называемый посланник богов был убит, я буду ждать тебя новостей в пещере за змеиными развалинами в долине змеи. А, я помню, да. Я брал там какую-то крепость типа змеи или что-то. Ребята говорят, ты сюда еще придешь по заданию. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, фигово в том, что... Тихо. Чтобы он не позвал на помощь. Не успел? Кажись, нет. Тур. Собрали? Собрали. Пошли отсюда. Пошли, чтобы никто не видел тебя, не слышал. Все, уходим. Тихо, мирно. Свежие рыбки возьмем с собой в дорогу. А, да, сокровища, не отвлекаемся. Сокровища хотел забрать. Только, правда, это не те сокровища, не с той стороны, точнее. Так, в чате-то есть кто-то, друзья? А, все, вижу. Ага. Ну, прыгни. Что-то мне помнится, я тут завалил, как раз-таки он с теми сокровищами, я возился, и там охранник какой-то был. Интересный. Не убивался там с первого раза, и пришлось с ним долго мучиться. А вон как раз-таки идет. Ай, ты забыл опять, как всегда, ништяки сначала собрать. Гасите огонь! Угу. Гасите, говорит, огонь. Гасите их. Гасите огонь, и пошел. Ну правильно, че же он дурак? Так, он и не сокровище, и нам осталось тут всего-то ничего. Разобраться. Ты куда идешь-то? Так, его тоже надо срочно снимать.
Да. Он тот сейчас может поднять. Да, поднял сигнальный. Видите? Как не успел я. Осталось немного и не успела, короче, повышибать их. Сейчас тревога будет. Охота. Вот что оно. Вот так я и проигрываю. Да, да. Долго мучиться, что не получится. Лишь бы не заметили. Либо, типа, это задание больше недоступно. Награда за наемника. Почему? Убейте. Либо, типа, надо как-то мне стараться вышибать по одному, да, и не давать, чтобы зажгли сигнальный огонь. Все правильно, в принципе, делаю. Только единственное, ну что я неправильно делаю? Сигнальные огни. Вон он. Ловушку не ставлю. Может попробовать сразу ловушечку поставить? Вот таким вот образом. И пробовать все-таки капитанов убивать по одному. Так, а лут, наверное, забрали. Опять все собирать. Да ё-моё. Косяк-то. Хочешь умереть? Че, меня уже заметили? Давай только по одному. Это даже не удивляет. Элпинор! Ах ты трус! Удача изменила тебе! Просто Миха стелс. Тихо. Никто там не зажег, ничего. Так, а там нас увидят, наверное, да, если мы начнем драться. Да вообще пофигу. Не увидели, друзья.
Так, вот смотрим. Наемники, шлем. Нет, все-таки забирает лут, тот, который ты до этого добыл. И, видимо, ресы, соответственно, все забирается. Так что вот так. Ну, это нормально. Не ори. Вон, видите, идет. Стой на месте! Нас никому не сломить! Нашел его! Да, да что ж такое-то-то? О, как же он долго это комбо-бомбу проводил. Мам, кто там, черепахи? Да, они уже проснулись. Так, подожди, потерялся я что-то. Так, ладно, полимарха мы в любом случае поймаем. Нам главное капитана отделить от полимарха. Тогда все получится, чтобы главное не вместе они были. Да стой. Ты что ж ты? Во. Да, ребят, еще максимальный уровень сложности, как бы. Поэтому я страдаю. Хотя давно уже привык бы. Заметил, что ли, или что? Слушай, а может быть... Там вепри. Поросенков упустим. О, нормально. Пускай они там страху нагоняют. Ты где есть-то полимарх? Я в огне! Все в огне! Тихо, не гори. До смерти! Так, стой. Ну, тут, да, типа есть оружие какие-то. На стойках. Какую щит? Сейчас нам будет с тобой щит. Там уже труп обнаружили.
Надо отойти. Блин. Тихо, 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 ребята. Да стой ты! Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Олежа, здравствуй, здравствуй. Тут очень важный бой. Блин, еще один пришел. Блин, ну, спрыгни, брат. Прерву твои мучения. Конец уже близко. У тебя нет. Там еще самое интересное, то, что пришел высокого уровня челик. Брат, ну куда ты полез-то у меня? Ну ё-моё, брось ты. А, во. К Новому году готов. Да как бы не совсем. Сегодня поедем за продуктами и так далее. Набирать и покупать и готовить. Ну все как обычно. Добро пожаловать. Попробуем в открытом поле. Мне надо, чтобы ХП установилось. И он ушел от меня. Слишком уж очень плотный. Они все равно вместе ходят, черт возьми. Так, давай сокровища. Вот, убейте полимарха. Сейчас тырим сокровища, потом попробуем убить. Осталось, да, полимарха и уйти отсюда. О, курточку еще подкинули. Хотя тут лут, ух ты. Окей. К Новому году готов. Я тут, Олег, 2 дня сидел.
без интернета. Короче, у нас как делают? Капитальный ремонт. Приходят световики. Мы, говорят, там сделали свет, все нормально. Берут, а остальное все отрубают. Телефоны вырубают, провода, интернет-провода. Ждите, мол. Так, мне как-то надо полимарха того загасить. И уйти отсюда. Все, текаем, текаем. Подожди, а тут 10 уровня, а что ж я его одолеть-то не смог? Все, теперь давай настоящую цель искать с вами. Настоящая цель так разблокирована. 12 уровень. Способности. Я что-то припоминаю, но я не могу сейчас щиты взять, чтобы все вышибать. Урон воина увеличен на 30, на 10% и шанс крита. Здесь я не могу. Хилку не могу, удар с ноги не могу. Так. Отравляющие стрелы также не могу. Вижен не могу. Яд могу, хорошо. Пылающие удара. Это огонь. Держите Е, чтобы приручить животное. Урон охотника на 20 при использовании способностей. Обычные стрелы больше не тратятся. Во. При использовании способностей охотника. А какие у нас способности? Я только яд намазываю и стреляю. То есть у меня должна быть какая-то способность, чтобы там стрелы не тратились. Ну, такое себе. Короче, я возьму, наверное, яда. Потом можно прокачать и эксперт по оружию. Потому что яд реально решает. И стрелы там, и тому подобное. Так, что у нас здесь, друзья? Урон охотника 6% к устойчивости ближний бой. Ну да, конечно, устойчивость будем брать. Так, курточка у нас какая имеется? Урон воина, урон охотника. Чисто пока что по броне лучше, то и цепляем на себя. Так, это я уже читал. Письмо. Урон убийцы, урон охотника. По сути, разницы пока что не вижу я. Различимы. Сори. Так, 7%, 6 к адреналину за удар, 4 в режиме ярости. 4 урона. Давай попробуем что-то другое. Так, теперь по заданию. Где у нас основная цель? Отслеживаем. Так, еще не покинул. Он прячется в западной части долины Змеи. Элпинор в пещере рядом с храмом Змеи. Так, я здесь, Элпинор. Где-то вот здесь храм Змеи.
Так, немножко, да, поиски в пещере. Как я тут проходил? Где эта пещера? А, вот долина змеи. Вот храм змеи, да? В пещере рядом с храмом змеи. Все правильно. Делаем быстро перемещение. Идем его искать. Так, а как ваше ничего? Вы готовы к Новому году? Друзья, да, у меня это самое. На Твиче там картинки, возможно, нету. Возможно, запись посмотрите из-за битрейта. Если есть желание, перебегайте на YouTube. Тут все хорошо. Так, вы находитесь рядом с целью, говорит нам. Идет за тобой, Элпинор. Опа. Мы прям сразу тпшнулись к нему в гости. Убейте, говорит, его. Николаус говорил о змеях в траве. Но это уже слишком. А змеек в траве. А, он в самой пещере там, где я байтил. Я понял, где это. Буду осторожен. Буду осторожен, да? Ты посмотри, тут одни эти капитаны, что ли, на страже. Ну, как бы... Серьезная заява. А я тут что-то табличку... О, этот бежит 10 уровня. Кто это? Кто это? Тихон, нет? Изгнанник какой-то, друзья, изгнанник. Изгнанник какой-то чего-то. Охотник. Это надо смотреть по наемникам. Кажись, вот он. Я типа его еще не победил. Щитом. Но если я сейчас прыгну в эти всякие Рубилова, там интересно, по-моему, с этих... с обрыва их сталкивать. Вот этих всяких боссов. То есть можно как вариант попробовать зарубиться. Но он меня видит. Ну давай, чего? Надеюсь, ты порадуешь, король. Ты будешь бить-то? Да, они могут друг с другом еще там потягаться, типа. О, видали? Как оно бывает. Гаси, гаси его там. Они его тоже бьют. Давай, давай, давай. Я с вами. Я с вами, мужики. Дайте лут-то собрать. Хорошо. Теперь как бы троих забайтить. По одному их раскидать. Забайтил. Тут один капитан, он, короче, вертуханы крутит. И с ним 1 на 1 тяжеловато. А тут их еще трое, причем один настреливает. Не, ну хорошо, что разобрались хотя бы с этим наемником. Вы, говорит, близко. Так, а мне засчитали или я все? То, что умер? Не, нифига не засчитали. Смерть идет за тобой, Элпинор. Если как вариант его встретить непосредственно где-то вне территории. О змеях в траве. Но
Это уже слишком. Да, ему узеть где-нибудь на лужайке 1 на 1, а потом дальше плясать. Так, а если я второго? Давай попробуем сначала второго. Там тоже капитан. Давай, давай в сторонку вас. Куда-нибудь. Они сейчас его там будут в спину подхлестывать. А мы как бы спереди. Да я нормально. Трусливые, блин. У вас там 7 человек на одного. Да, бей его, бей его. Чем столько мучений? Вы видите, как она фигачит? Вот это вот с вертушками. Ты хоть знаешь, как нужно драться? Ты все сломил. Не-не-не-не-не-не. Девушка. Все, хорошо. У вас кончились стрелы. Так, авто. Сейчас. Изготовить нам по максимуму, пожалуйста. Ну, серьезно, этот противник. Надеюсь, подмоги не будет. Да вот тоже надеюсь. Причем я не должен сейчас умереть и... Так, по наемникам я хотел глянуть. Его засчитали? Да, его засчитали, все хорошо. Тут еще какой-то ранг чуть ниже, неизвестный. Представляете, да, простые латники. А сколько приходится на них тратить энергии? Поищу укрытие. Вон того тоже, опять же, надо байтить как-то и, ну, отводить от остальных. Что, блин, со стрелами-то? Да... Баллистика, блин. Жалкие приемы. Пошли.
какой грозный-то. Щит отдашь? Понял, там еще один. Ну почему? Ну пошли. Типа хоть и это действует, но все равно не то. Стоп, 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 стоп. Нет! Ты с ума, что ли, сошел? Классно я прыгнул. Просто лучше не придумаешь. Я на самом деле думал, что я прыгну на кого-то. Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. Да, Ричард, дружище, здравствуй. Добро тебе пожаловать, располагайся. С наступающим. Да... Плотный, блин, а? Нате. Я быстро все закончу. Хорош. Хорош. Еще какая-то табличка. Так, бежим, бежим. Вообще прям в напряжение. Меньше, чем линк, больше, чем. Сокол, сокол, уйди, сокол. Побежали вперед. Короче, теперь этого Ипполита. Или кто он там? Я чую его вонь. Когда мы бы осыпали тебя драхмами до того, как убили. А у тебя хп-то вообще заканчивается? Да. Если, говорит, вокруг, говорит, темно, используйте факел. Такой с боссом дерешься и факел такой врубил. Ты куда бежишь-то? Понял? Не принимай близко к сердцу. На самом деле нам нужна твоя мать. Вот этот вертухан почему-то... Мне можно постучать, вниз поджечь. Я не понимаю. Факел по голове. Вот как он вот этот вот последний сильный удар берет и просто байтит. Он как будто... Я не знаю. Он, то есть, получает удар. Фух. Но при этом он тебе наносит в разы сильнее.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Так, давайте, да, минуточку сделаем, друзья, в этого передыха. Еще. Настроение, да, настроение хорошее. Сидел, короче, 2 дня до Ричард. Вот, серьезно, не поверишь, прям, ну, трындец. Они должны были в пятницу свет, короче, выключить. Я тогда подготовился. Они взяли на вторник, перенесли это дело. Вырубили в 12, в 7 дали. Хотя должны были в 10 вырубить. В 7 дали. И потом интернета нету. Интернет только на следующий день в 5 часов или где-то в 6 дали. Вчера, то есть. Это ужас. Не приглашайте капитальный ремонт делать вам что-то. Это отвратительно. Одни эмоции у вас будут. Не, ну зато с другой стороны, сынишка съездил на экскурсию. Погонял. Хоть дома не сидел. Давайте 2 минуточки, друзья. Блин, на Твиче нету картинки, короче, но звук есть. Да, друзья, сорян, ну... У меня не было возможности протестировать, поэтому все будет позже. Сейчас 2 минуточки делаем. По пальцам ударились. Ай, трагедия, трагедия. Так, нам предстоит сложный бой. Вперед. Ой. Извините. А вы еще живые, что ли, остались тут? А, точно, точно. Ну, сейчас скажет, я тебя чувствую, короче. Я чую его вонь. Он не даст ударить. Как жаль. Мы бы осыпали тебя драхмами до того, как убили. Че он сказал? Мы осыпали бы тебя драхмы до того, как тебя убили? Вот. Вот эта вот штука у него.
содрали старую краску, плитку. Конвейер ремонт остановился. Грязь и ремонт закончился года Не через принимай 1,5. близко к сердцу. На самом деле нам нужна твоя мать. Я прочитаю сейчас, секунду. Слушай, я тебя так сейчас со скалы скину. Смирись. Пусть получит желание. У нас уже есть Феникс, и мы найдем твою мать, а ты умрешь. Ты не остановишься. А как его? Подожди. Ладно, пускай пока загорает. Капитальный ремонт содрали старую. У нас тут все по безопасности в основном делают. И получается, что одна компания приходит, делает, а вторая потом переделывает за ними. Кругом грязь, пыль и ремонт, закончили год. Мне не стоило верить Ну, тебе типа на того, да. линии. Ты жив только благодаря мне. Так, да, Ричард, завтра, возможно, розыгрыш, так что давай тоже подрубайся. Какой культ? Где они? Постараюсь запилить. Так, мы ищем мать, я помню по сюжету. Я сегодня что-то там микрофон подстраивал, настраивал. Я надеюсь, что получше, но не хуже ничем. Хоба забрал какой-то осколок. Какой удивительный кристалл я нашел у Элпинора. Лучше его беречь. Кристалл. Так, Я работаю, так что буду. О, отлично, отлично. Я, правда, возможно, наверное, все-таки ходсик сделаю, потому что там ребята тоже, ну, скажем так, полно, которые поддерживают и так далее. Так, подобрать я не буду. С рестримом никак, да, Ричард, видишь, Меня никто не не могу забахать. Типа здесь 1440 пытаюсь делать разрешение, а на Твиче не пропускает из-за высокого битрейта. Ну, такая вот штука. А если битрейт резать, то тогда качество будет на YouTube не в ICE. Из-за количества малого битрейта. Да, давай подеремся еще с этим. Уложил. Так, у нас поговорить с Геодотом, я помню его, да, он тоже по истории что-то там про копье Леонида. Отслеживать уровень 12, хорошо. Быстрое перемещение, надо выйти отсюда. Что вот самое, ну, как бы
фиговое вот в этом, в нашем случае было то, что я сидел без интернета и так далее 2 дня. Мы не успели заказать продукты, чтобы на дом привезли. Они закончили вчера принимать заказы, а у нас... Опа! Позавчера бы заказали бы, хорошо. Ну, придется сегодня самим ехать. В течение дня. Так, где он? Где? А куда он делся? Юрий, здравствуй, добро пожаловать. Привет, удачного стрима, с наступающим. Спасибо большое, располагайся. Нужны будут для прокачки копий. Ага, я понял, осколки нужны будут для прокачки копья, понял. Юрий, взаимно, и вас, друзья, с наступающим Новым годом. Тепла вам, да уюта. Хорошего вам дня, настроения. Так, это в снаряжении, да, осколок? Можно прочитать, что он дает. Облачение культа космоса. Да, нам же это Пифи сказала. Есть какой-то культ космоса, но они все ходят в масках. И нам надо одеяние. Этот фрагмент артефакта излучает таинственную силу. Его происхождение неизвестно. Угу, понял. Наверное, лучше в ночь закупаться. Народу будет меньше. Вот правда алкоголь не купить. Ночью закупаться. А у нас какая в ночь? У нас в основном это мы закупаемся в перекрестке. А вот, я говорю, вчера он закончился. У нас интернет дали сразу в магазин, а там закончились эти заказы, короче, принимать. У нас только Дикси да Пятерка. У нас больше нет в основном каких-то магазинов. Ну, вот только перекресток еще довозит продукты питания. Но он, видишь, к сожалению, завершил. Ладно, что-нибудь... Что нам надо-то на семью? У нас пару черепах, сын, теща да жена. Ну, может быть, сестра жены придет с племяшкой. Урон убийцы, урон от яда, кстати. Желтый причем. Чешуйчатый доспех. Интересно. Интересно выглядит. Так, он где-то у меня змеиное логово, где-то сзади, да, стоит? До Москвы не вариант доехать. Не. До Москвы, хотя тут ехать рукой подать, там, полчаса езды, и мы в большом супермаркете будем. В Солярисе. Как она? Солярис. Как она это? Метро-то, новая ветка. Но проблема не в этом, чтобы доехать или там что-то купить. Проблема потом уехать. Там автобусы, это вообще, они битком просто. И ты стоишь еще, мало того, что ты по этому супермаркету нагуляешься, у тебя ноги отваливаются. Потом еще в автобус встаешь и едешь еще минут 30-40. Одно дело бы, если там присесть, знаешь, как есть длинные автобусы, а там же могут небольшой автобус дать, какой-нибудь маленький, и вот это вот толкучка. Зал. Я смотрю, они не скрываются, да? Кстати, да, друзья, еще, наверное, завтра я поблагодарю, в принципе, и так поблагодарил уже. Заказал кресло, приедет где-то 2 числа. Вот. Ну, фиг его знает, нормально, ненормально, вроде по виду неплохо. Так что благодарочка вам. Что ж, мы пришли. Что поддержали. Место собраний культа. Будем еще потом что-нибудь развивать под стримы. Может, карту захвата. Бережешь мои вещи? Просить помочь. Оружие лучше оставить. На машине попросить помочь. Но мы отца когда не стало, отцовскую продали машину. У нас-то права с женой есть, только нам их поменять. А у знакомых? Да не. Здесь. Вряд ли им оно придется понравиться. Проще на автобусе, поверь, доехать, чем на машине сейчас. Не знаю. Во-первых, зима, во-вторых, стоянки эти. Зловеще. Зловеще. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Кто я, говорит? А по поводу розыгрыша, кстати, я буду игры, наверное, на свой взгляд, что ли, скажем так, какие-то приобретать. Я думаю, вам понравится.
Не что-то из новинок, а, наверное, что-то из... Как это сказать? Что народ выбрал? Во что народ играет? Боги, кто придумал эти нелепые наряды? Вчера разработчик, кстати, да, я врубаю, короче, интернет дали. Разработчик прислал игру, я такой думаю, слушайте, супер, поиграем, новинку какую. Блин, сфера. Там игра такая, на самом деле, просто сферу перебираешь. Знаете, как мозаика, когда смотрели, вот эти глаза мозаики там, они переливались. И вот типа игра такая сфера. Ну, я не знаю, как на этом что-то контент делать, там, проходить. Я, в общем, отказался. Так, собери данные о культистах. Хорошо, поехали. Ого, ты прям глянь. Ну-ка, давай посмотрим. Мне интересно, что это за культ. Ты поздно, так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я здесь впервые. Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй. Кто эти люди? Есть так много людей. Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря мы все едины А что это за знак ассасина, что ли? и нет сторон. Ты назвала имя. Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает, но нет, она наше оружие. С ней непросто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Я надеюсь, тут наготы не будет. Поговорю с остальными. Спасибо. А то придется Да, прикрыть потому это все что дело. Деймос, кто знает, сможешь ли ты говорить потом? Так, так, охота на меня вроде как бы прекращается. Бери данные о культистах, что планирует культ. Да вообще там, типа, подождите, с этим культом там сундук я засек. Это, по-моему, важнее для меня. Не, ну чем-то драться нам надо. Тут ее вообще нету вроде как. Хорошо. Это письма культистов. Боги! У них есть свои люди по всей Греции. Все куда серьезнее, чем казалось. А то я Больше сведений, чтобы выявить культистов. помню, к Клеопатре пришел, а там у них немножко было, я имею в виду в истоках наготы. Но это надо, возможно, в настройках как-то ставить, чтобы не было. В настройках игры. Ты знаешь, что в Киберпанке есть такая штука, возможно, в Ведьмаке. Так, и чего вы делаете тут? Пока от нас хотят лишь крови, как бы ни потребовали руки. Давай, давай, теперь твой черед. Типа, чтобы мы были как бы в их рядах, надо также, да, повторять. Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью, мать, отца, брата. Они нужны нам, все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Я вообще не понимаю, но Что интересно. будет с матерью? Здесь
какой-то культ. Говори тише. Мы используем ее во благо, если сможем ею управлять. Вы нашли ее? Нет, но этот момент близится. Поверь мне, она следующая. Расскажи о Деймосе. Она показала нам все, что нужно. Она инструмент, орудие культа. Тому, кто так изменчив, нельзя доверять личные сведения. Мне пора. За наше дело. Давай, братан. За него. Ты, говорит, тихо, ты там какую-то, что-то мы будем делать. Так, хорошо. Сейчас что-нибудь узнаем еще. Ты не слушаешь. Ты не убедил меня. Эй, мы хотим услышать твое мнение. Зачем тратить силы на тщетные поиски? Лучше сплотиться и покорить Афины. Нужно устранить непосредственную угрозу. Мы должны убить Перикла. Без матери не выйдет. Без нее мы недостаточно сильны. Не говори этого при Деймосе. И нам сейчас нужно искать отца. Мы знаем, кто мать. Разыскивая отца, мы зря потратим силы. Что думаешь? Нам лучше найти отца или мать? Мать. Верно. Подумай, Не знаю, правильно я выбрал или нет. Гнуть не успеешь, как Перикл укрепит Но мы ищем мать, и мы типа. упустим шанс. Прошу меня извинить. Еще как слушаю, просто ты не прав. Культ Сейчас космоса нам преследует нужно- мать Деймоса. Культ космоса родственников. Письмо содержит сведения о культе и его деятельности. Давай почитаем, что это за культ. Письма найдены на месте сбора культистов. Офигенно, все прочитал. Ага. А все равно снаряжение горит, что... А, маску снять. Не-не-не-не, какая маска-то снять? Сейчас я только сниму, мне тут потроха-то вычистит. Так, ну, а здесь кто спрятался у нас? Деймос. Возьми себя в руки, малака! Визжишь, как свинья на бойне. Я понял, клянусь. Я убью его. Отпусти. Любишь смотреть, да? Так сделай следующий шаг. Давай, преподай урок этому нахалу. Что он натворил? Да какая Каиду разница? Повинуйся и без вопросов. Какая Каиду разница? Я подвел вас. Я испугался, но это в прошлом. Ты с художником не можешь справиться. Что случится, когда тебе прикажут убить Архонта? Я справлюсь. Я убью Фидия. Я... Ну, пусть знает, что бывает с трусами. Их поджаривают. Нет, я не хочу. Дай трусу еще один шанс. Тюхи на твоей стороне, паршивец. Сегодня твоя шкура уцелеет. Я чудом спасся. Он безумен. Спасибо. Лучше не зли его. Ладно. Но он прав. Я отправлюсь в Афины. Больше я не подведу. Я убью Фидия. В Афина, а это не египетская сила? Я что-то чувствую. Теперь Это проваливай. пирамида, А не как то тот запачкаешь кристалл, что одежду был у ее Элпинора. кровью. Ты! Кто-то при... По идее, как я читал, это приквел к истокам. Афина, афиняне. Тебе конец, что ты ему сказал? Во-во-во. Ну это похоже на этих опять, как они там, Всевышние или как это в Ассасине-то?
Раз недостающий кусочек такой сейчас зафиксирует. И начнется ахалай-махалай. Последний фрагмент. Теперь все готово. Стоит мне взглянуть на нее, я слышу песнь. Песнь о силе. Зовет ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Вышел из ума? Руки не помыл. Нет. Она же еще не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Слушай, а ты случаем не наша мать-то будет? О, это сеструха наша. Не? Кассандра? Не Кассандра, Алексиус. Элпинор мертв. Среди вас предатель. А, Деймос. Деймос это. Артефакт укажет на него. Все пройдут проверку. Ты давай. Все. А чё все-то? А я. Слушай, она ничего так. Миловатая. Ты. Иди. Интересно, нас раскусит? Элпинора голову притащил, говорит, он среди нас предатель. Ну а как еще-то? Ты. Мне кажется, это наша сеструха, которую тоже родич Леонида и видит вот эти воспоминания. Хотя я так это... А может и мать. Преждевременно говоря. Кассандра? Кассандра. Братишка. Иди. Обалдеть. Ты. Сюда. Предатель мертв. Это Кассандра, это то есть сеструха. А чё же она не знала ничего про брата-то своего? Как-то? Ворот меньше, чем Да вообще. чем. Я просто... Культ космоса. Ты жив. А пошли искать мать вообще на самом деле.
Культ ищет мою мать. Ну, соответственно, Кассандра хочет найти, наверное, свою матушку. Мою семью. Хотят убить мою маму. Ясно. Дурные Круто. вести. И еще. У них есть она. Есть кто? Воин. Я не видел бойца сильнее и свирепее. Геродот. Это моя сестра. Нам нужно в Афины. Афины? Мы должны найти маму. Мои вещи. Копье. Да-да. Они ищут мою мать, ну подожди, он сказал, они хотят убить его мать или просто ищут? Возможно, они просто ищут, но не хотят убить. Они зовут мою сестру Деймос. С помощью артефакта она проникла в мою память. Алексиас, тот, кому я служу, должен услышать твой рассказ, пока не поздно. Ты когда-нибудь слышал о Перикле? А Перикле? Перикл правит Афинами. А Перикл это не сын этого нашего якобы отчима. Это полководец, что возглавляет Дейлосский союз, противостоящий Спарте. Говорят, он жесток. А нет, мы спартанцы. Противостоит. Перикл — человек мира. Ему навязали эту войну, как и всем нам. Полководец не хочет войны? Это вряд ли. Давай с ним поговорим. Стань. Он хочет закончить войну, как и мы. Он должен узнать, что против него готовится заговор. Нам нужно в Афины. Афины? Но как же моя семья? Моя мать? Ее надо найти. В твоих руках копье Леонида. Соответствуй. Если Перикл не положит конец войне, мы все погибнем. И твоя мать тоже. Что мне война? Проклятый культ уничтожает мою семью! Твой долг защищать Грецию. Наш долг. Предупреди Перикла. Но моя мать... Что же мне делать? Если где и можно узнать что-то о твоей матери, так это в Афинах. Правда? Подле Перикла собрались мудрейшие мужи Афин, а значит и всего света. В Афинах ты сможешь исполнить свой семейный долг. Вот только прежде нам нужно отправиться в Фермопилы, а точнее к статуе льва. Вот как? Зачем? Хочу кое-что выяснить. Это поможет нам покончить с культом и спасти твою мать. Я доверюсь тебе. Но нам нужно торопиться. Сперва в Фермопилы, затем в Афины. Фермопилы и Афины. У меня столько вопросов сейчас на самом деле. Мне прям хочется узнать. Я не успокоюсь, пока не сдохнет последний культист. Культ космоса — тайная организация, целью которой является власть над миром. Ищите подсказки, которые помогут раскрыть личности членов культа и покончите с ним раз и навсегда. Ух ты, ё-моё. Эпиктет, это кого я убил, это все вот эти наемники, которые на меня нападали. Ну, то есть не все, а двое из них было. На мысе Суон какой-то. И у них осколки, короче, еще, да? А нет, еще и пергаменты. Это что ж, мне всех их искать, что ли? Там вообще 29-й какой-то уровень. 50-й, вы их чего? Вы откуда такие? 13-й, ладно еще. Торгуют рабами, владеть шахтой в Ватике.
Я вот одного не пойму. Если сбросили Кассандру, то есть парнишка пытался заступиться за сестренку, и они свалились, да, там как в начале, то он потом следом. А кто Кассандру подобрал? Он же узнал ее. Кто его подобрал? Что там было внизу-то в итоге? Как они остались-то все-таки живые? Мне вот это интересно узнать. Ты посмотри, сколько вас тут. В Фермопилах поговори с Гератотом. Поти хочет на покое. Рекомендуемый 12 уровень. Да, я бы тут побегал еще. С превеликим удовольствием. Дальше будет понятно, кто и куда. А вот Фермопила. А, дальше будет понятно, что и кто и куда. Вот, благодарю. Но я не думаю, что, типа, сестра, создавая, или как там, во главе культа, хочет убить свою мать. Может быть, такая про это Алексис думает. 4% шанс отразить половину урона. Она, возможно, также в неведении, где ее родственники, поэтому она ищет по воспоминаниям. Ну да, посмотрим. Ну, интересно. Но, судя по описанию, если это приквел к истокам, то мы должны будем узнать, наверное, что-то перед историей истоками. А в истоках у нас повесть о том, как вообще, в принципе, ассасины создались, да? А я типа Баек, Меджай, защитник своего народа. Малака! Малака. Такой хорош. Подрос со времен Кефалинии. А ты постарел, Фоти, дыхание пса. Дыхание Не пса. раз, когда мы виделись, я поджег твой корабль. Корабль. Корабль и бороду. К счастью, я почти ушел на покой. Здесь люди платят наемникам больше, чем на Кефалинии. Конечно. Больше, чем Маркос. Как пить дать? Как пить дать? Понятно, с каких времен-то урожения? Ну, просто на секундочку. Я сразу понял, что он паршивый плут. Теперь я беру что попроще. Сейчас, например, работаю стражником. Обычно это легко. Стопудово. Так, жаль, что я не могу уйти на покой. Наемник остается наемником до конца. Я тоже не прочь отдохнуть. Какой там отдых? Сегодня все как раньше. Работа оказалась непростой. Что-то случилось? Жрецы ограбили сокровищницу. Забрали сапфиры, подарок царя Фракии. Мерзавцы. Твой хозяин будет зол. Да, в отличие от тебя. Проучи этих мерзавцев. Найди их и сапфиры, и я заплачу тебе лучше, чем платят на Кефалинии. Мне бы на самом деле отсюда пока... Так, я выслежу их. Ладно, я помогу, но... Но что? Я не забыл былые деньки. Я в долгу перед тобой. Мне не нужна награда. Ни один я расчувствовался. Добрый. Так, я ищу жрецов. С чего начать? Жрецы не умеют воровать. Думаю, они где-нибудь прячутся. В пещерах на западе? Зачем жрецам красть драгоценности? Серебро и деньги на месте. Они знали, что самое ценное — это сапфиры. Жрецы как-никак. Я быстро их разыщу. Так, окей. Я что говорю-то? Прошлый стрим, короче, я ни одного уровня не поднял. Надо понять, за какие задания дают больше всего экспы, и стоит ли, допустим, не по сюжету бежать вперед. Вот сейчас типа Фермопилы, потом Афины. Может, стоит здесь как-то немножко поковырять? Хоть, немного, там награды, какие-то квесты там.
Классный голос. Все. Кто тебя? Я не пугал, это не я. Наксонский сфинкс. Что это за ладно. Сфинкс. Да, так любопытно все-таки все это выглядит, как развивалась цивилизация, да, как строились города, Афины, там туда-сюда. До сих пор стоят же ведь. На-на-на-ни-на-на-на. Бейте главаря разбойник. В пещере говорил Фотий. Жрецы были здесь. Телегу, главное, сюда закатили. Что значит перевозили? Ты главарь, лезь сюда. А он лезет. Тебя сюда не звали. Готовься к смерти. Поднимайся. Ух, а их там сколько-то, смотри, лезет. Вы чё? Ты подожди. Залази, говорю. Там сколько повылазил. Я причем кушку жму, она вообще не работает. Там, видимо, из кинжалов со своих. Залази, говорит. Добро пожаловать. Бам-бам-бам. Нужно действовать осторожно. Да, давай, друзья, сейчас я пару минуточек немножечко это остыну от происходящего. А, у нас уже 2 осколочка. Да, сделаем пару минуточек, и даже может быть меньше. И продолжим. Сейчас. 5000 здоровья. Что-то даже не чувствуется. Когда противник краснеечка не поможет, лучше отпрыгнуть.
С тещей перепугались, швабра упала. Когда противник краснеет, кушка не поможет. Лучше... у ворот нажать. Я понял. Это как с этим я дрался, как его там? У кого я маску-то забирал? Об этой пещере говорил Фотий. Благодарю. Здесь. Ну там сложно, там типа тебе в спину пихают. Хотя... Блин, неправильно я сделал. И все. Нет, залазит. Ого. Ого. Ну, нам в любом случае надо к этого, по заданию, главаря убивать. Давай пробуем, а чё нам? У меня хп нет, я сейчас умру. Еще, говорит, держишься. Я убью тебя. Короче, тот выжил, капитан. Или он просто тут не один? Там еще снизу подкрадывается. Пока нету лекалки, можно убежать от них, засесть в кусты, чтобы ХП восполнилось. Ну да, тут только пещера, видишь, она как бы маловатая. Пока нету лекалки. Лекалка есть, но надо ждать, да. Согласен. Я как-то пытался сейчас прятаться, но они, видишь, опять же, настигли. Ладно, ничего, справились. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Да тут уже нет никого. Там руда, железо или что-то, да, сокровища еще забрать. Исследуй пещеру и накажи жрецов. Один из жрецов, но сапфиров нигде нет. О, лук дали. Договор в силе. Мы заплатим за сапфиры полную цену. Встречаемся в крепости Десфина. Что ж, я знаю, куда отправлюсь. Не, норм, справились. Так, какой-то лук у нас. Воина.
Прекрасно. Так, а тут что? «600 шкур, 700, что это, железо, таблички». Ну, я так неплохо уже... А, стой. Зло захватывает пещеры посигреться, скрываясь в их тени, бесчестные сеют смуту и хаос. Только храбрец, благословенный богами, способен извлечь нас от недуга, излечить. Кто выполнит это благородное дело, тот получит великую награду. Договор в силе, мы заплатим за сапфиры полную цену. Встречаемся в крепости Десфина Амирис какой-то. А это что такое? Хапеш. И тут хапеш есть. Вот мне непонятно. А вот это вот как штука, смотри, ребят, берется. Вот. Как бы тут что-то должно быть. Что тут должно быть? Просто драхма. Ищите сапфиры в Факиде. Они находятся в западной части холма. Священной войны. Они находятся в крепости Десфина. Красиво. А к югу отсюда крепость Десфина. Во. А к югу отсюда крепость Десфина. Это юг вот этот? Да, вот она. Крепость Десфина. Все, я запомнил. Ну, как крепость, так у меня страдания. Не, ну я тоже чего? Покемон еще тот. Опишет обычный меч. Типа как-нибудь оружие поулучшать. Ну, не с мечами. Кинжалы пока тебя оставляем. А я же сбегаю с тем, что дают. Так, Михалыча, давайте жить дружно. Я знаю его в лесу. Но не трогайте меня. Не, шкур у нас предостаточно, поэтому оленей мы не будем трогать. Вижу их. Ух ты, тут хлоп, хлоп, хлоп. Вижу их, говорит. Ты смотри, сколько тут их. Опять боеприпасы. Там есть вход, я понял, потайной, видимо. Свинья добычи, говорит. Мне там Михалыч сзади где-то рычит. Убейте племарха, убейте капитана, 2 штуки. Здесь бдительные стражники. Найдите Аскарон какой-то, сожгите припасы армии. Ты хоть пригнись, братан, ты чё, что в полный рост? Пошел, пошел.
Так, можем там клетку разбить, лук есть, да, и шуму наделать. Нет, мой доспех! Тихо, 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 Я тихо. горю! Да я понял. Этот улетел. Так. А, это рысь, рысь. Не-не, брат, она тебя все болтает. Там такие комбо-бомбы на спине она прыгает, делает. Смотри, задушил. Он реально рысь задушил. Давай, давай, следующий, потихонечку, помаленечку. Идет, 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 красавец. Так, а где рысь-то? Вот она. Да, это рысь. Вот когда прыгает, бегает, так-то особо непонятно. По виду. Подобрать нам не надо. Это все рысь сделала. Так, обязательно к стойкам подходим. Там может быть какой-то лук интересный будет. Там или амуниция какая-то. Ой-ой-ой, глаза разбегаются. Так, а это... Подожди, стой. Это у нас где? Внутри, что ли? Вижу еще одного хламона. Ага, трупу нашел. Смотри, герой пришел. Это рысь, говоришь тебе. Ты что тут потерял-то? Я вот не понимаю, ты его, короче, бьешь, 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 его не берет. Я понимаю, там боевой клич и все дела. А он, короче, ловит удар и такой тебе раз. И у тебя там где-то 1/3 хп просто слетает. Блин, как крепости, так это 3-4 раза приходится с ними париться. Надо попробовать у крепости сохраниться, чтобы... Ты по трупам совсем не паришься. Я их прячу обычно, желательно за территорией. Желательно за территорией. Нет, я типа не то, что не парюсь. Ну да, надо бы париться, их относить в кусты. А с другой стороны, это ж придает шарму.
Он, видишь, он один пошел и забайтился, капитан. И ты его можешь одного убить. Надеюсь, меня еще не заметили. Именно одного. Но что-то у меня даже с одним не получается справиться. Тут уже проблема, наверное, скорее не в трупах. Здесь делаешь. Смотри-ка, рысь его загрызла. Рысь. А мне придется с рысью драться. Может, она там встанет? Она ранена лежит. Там рысь, братан. Кто? А, все, поехали. Потом можно будет наверх. Сложный бой сейчас будет. Понял. Тихо, 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 тихо. Ух, ребята, ух, потеем, ух. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. За нами охота поехала, да? Хорош.
Да, какой-то полководец там, то есть наемник. Изымаем щит. Ух. Уху-ху. Есть. Еще одного наемника в карман. В нашу копилку, точнее. О, грубый посох. Кстати, да, посохи тоже классные. Мне понравились. А, топор есть. Урон охотника. И здесь тоже урон охотника. Грубый посох. А, урон от яда тут еще. Да, интересно выглядит. Значит, это мы все ломаем. По поводу шлема. У нас урон воина, здоровье и сила крита. Я думаю, что стоит оставить его. 2 секунды длительность отравления. Нет, оставляем этот, потом прокачаем, наверное. До каких-то более лучших. Урон убийцы, урон от яда, урон воина, урон тяжелого оружия. Угу. Урон охотника, устойчивость, урон воина. Ставим. Можно в целом, пока бегаю, наверное, все-таки какие-то золотые вещи, да, подбирать под себя, потом прокачивать. Договор в силе, мы заплатим за сапфира. Это я читал. Что там у нас за наемник? А, вот он пал. Данил Тактик. А по культистам? Пока ничего не понятно для меня. Так, ну это еще не все на этом, да? Ну только одного капитана и одного наемника победили. Вижу их. Так, а у вас клеток больше тут нету, да? Никаких? Боеприпасы. Не, есть какая-то клетка. Можем попробовать начать с нее. Хотя, с другой стороны, стражников никаких поблизости нету. Не, кого-то он держит там. И, возможно, даже они Михалыча держат. Награда за вашу голову.
Да как бы не против. О, дерево это важно. Наступление врага замедлится. Чё, Факида, предводителя, уязвим? Доступно снаряжение. Стоп, 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 стоп. Не торопись. Это сигнальный огонь. Да, там Михалыч, по ходу дела. Сражение меньше, чем линк больше, чем. Сражение сейчас. Доступно. Слушай, пока давай не будем ломать способность. Точно, точно, ребят. Надо выбрать способность. Пока тут все в тишине. Тут у нас удерживайте shift, чтобы усилить атаку. Хилка недоступна. Да, давай тогда оружие. Прокачаем. Так, сражение доступно. Да, я еще тут. Сражение, снаряжение. Я вообще забыл, что я сюда пришел. Что-то уязвим. Снаряжение, культисты, способности, корабль. Здесь я помню, мне подсказывали, говорят, ты жаровни сделай. Удерживайте правую плюс R, чтобы выпустить горящие стрелы. Точно, точно. Но мы пока не плаваем, надо леса копить. Так, моя сейчас задача, короче, Михалыча выпустить. Чтобы Михалыч потом пошел им показал, что такое мишки. Это не это рысь. Там два стражника идут. Мы можем спалиться с вами. Лишь засуетились. Суетливые, а? Какие? Так, а если мы поторопимся, они, может быть, и не успеют. Предпринять. Охрана местного правителя ослабла. Его можно отправить к Аиду и доступно сражение в данном регионе. А я с посохом, дядь. Ты где? А, вот он. Ой. Спалился. А кто это у нас? Щитом ты глянь. Извиняюсь. Еще один идет. Так, я зафиксировал.
Это за него, что ли, там ворона? Да вылази. Срочно, срочно байтим. Привет, Миша. С наступающим тебя Новым годом. И снова на 1 год мы постарели. Тихо, тихо. Ганс, привет. Генерал Воронин, здравствуй. Я тебя все по старинке. Спасибо большое, взаимно, взаимно. И тебя с наступающим. Добра тебе, там, уюта, счастья, там, всего-всего. Добро пожаловать. Спасибо большое. Я здесь. Их сколько тут? Тебе конец. Хо-хо-хо! Я справлюсь? У меня вопрос. Давай будем на вершине. Их тут реально много. А мне вон туда надо. Мне заплатят за твою смерть! Да, они дерутся там с рысью, с какой-то. Причем мне надо убить полимарха. Как же круто, а? Ну, их тут, ну, реально, ну, много.
Вот они. А, камни, камни. Но все еще сверкают. Все равно я крепость не зачистил. Мне надо найти Астакрон какой-то. И Полимарха. Где он? Это не тот. Тоже не тот. Это наемники одни. А, во. Бумажку, бумажку, бумажку нашли, друзья. Вот чтобы такой толпы народу не было, лучше ночью в стыл режиме с утаскиванием трупов. Ага, я понял. То есть, типа, посидеть, помедитировать там какое-то время, да? Блин, не пойму, где этот... А с другой стороны, наоборот, весело. Есть. Так, друзья, это все пока потно, все интересно. Полимарх, Полимарх. Стой, вот это наемник. Наемник. Там тоже, поход, наемник. Вот это, поход, Полимарх. Надеюсь, говорит. То есть он даже сам не уверен, сбежал я или нет. Но он надеется на то, что меня не будет. Да, по кустикам, со свистом. По времени может и подольше, но меньше геморроя, ну по крайней мере на маленьком уровне персонажа. Ну вот это серьезный типок. Предлагаю просто отсюда свалить. Он 15-го, а я вообще 13-го. А вон Полимарх идет. Мне было только его убить. Смотри, они друг друга душат. Да вы куда вы? Подожди. Да, по кустикам, по кустикам. Полимарх. Братан. Он умер.
А, он реально умер, что ли? Да. Там еще кто-то с пёселем бежит. Тут еще, короче. Фига он тут стоял на дороге. Я байтил как мог. Но крепость была зачищена. Я надеюсь, что это так. И мы с вами отсюда просто куда-то побежим восвоясь. Потому что это сильно. Плюс уровень, плюс 2, и тебя аж, я не знаю, зажимает. Да, просто... Не, ну я надеюсь, что засчиталось. Вы чё, серьезно, что ли? Здесь меня могут заметить. Ну я ж нормально все разрулил. Я убежал, крепость, говорит, зачистили. Как игра засчитывает? $13:35. Представляете, я полчаса эту крепость долбал. Полимарх умер, вы, говорит, получили опыт, уходите отсюда. И меня убивают по дороге, но я уже от крепости был далеко. Блин. Не отступать и не сдаваться. Сейчас, друзья, 2 минутки. Я немножко остыну. Слишком мало времени прошло после зачистки крепости. А, я понял, да, Ричард. Это самое, надо отойти, чтобы, короче, ты был вне боя, чтобы игра сохранилась. Видимо, да, по этой причине. Она сохраняется, тогда только ты, ну, как успешное задание. Попробуем сейчас тогда прятать все-таки, как ты написал, эти трупы куда-то по кустам. Ну, это сложно, блин. Хоть и интересно.
Залази. Вижу его! Охота, охота. Плохо то, что еще посох я потерял. Так, убрали. Надеюсь, что здесь их не заметят. Так, а рысь интересно убирать? А рысь я не могу убрать. Там еще где-то рысь. Сейчас оттуда выпустим. Пускай шороху наводит. Фигово то, что трупы тут могут заметить. Даже в кустах, да? Как бы я там их не прятал. Но это я, кстати, заметил момент такой. Они когда идут пустовые, они заходят в кусты там, смотрят, что там случилось, почему. Есть, да, момент. Гнев Гефеста. Контракт выполнен. Как-то. Так, сразу качнем тогда левел. По способностям. Урон воина. А вот, неплохая, кстати, пояс путешественника. Смотри, урон воина, также шанс отразить половину урона и 4 хп. Да, даже за территорией замка, если недалеко отнести труп, могут его обнаружить. Вот-вот-вот. Я понял, да. Договор силе мы заплатим за сапфиры. Вот сейчас неплохая накидка. Главное не проиграть. Сейчас я, секундочку. Вижу их. Тут смотри, сколько. Её. Так, там можно ловушку поставить. Ну, пошли, пошли, пошли. Сверху капитан. Сверху капитан, он уже снизу, короче. Так. Как бы сюда вот забайтить. Пойдет? Да, пойдет, пойдет. Тут его можно, в принципе, оставить, а тех, которые снизу, попрятать в траву. Так, подожди, где-то табличка. Там здоровый.
Вот, там его точно не заметит. Хорошо. А, вот здесь вот табличка, я помню. Так, есть. Залази, он идет. Залезь. Ты шутишь, что ли? Тихо. Все, все, не ходи сюда. Сигнальный огонь. Сейчас боеприпасы запалим. Интересно, если с ним здесь подерусь, никто там не услышит? Наверное, нет. Я не понимаю, блин, ну как вы зажимаете, ну двое было, хорошо, я такой думаю, с одним забайчусь. Второй пока там, блин, еще третий идет, да что ж такое-то-то? Аккуратность, аккуратность, ну е-мое, ну как три-то? Типа из крика, что ли, они бегут? Ну, слышат крик и начинают, блин, это вообще, это такое страдание. И опять сначала, и мне обидно то, что я там пояс профукал. Есть охрана. Да не получается, вот хоть убей, не получается прям вообще полностью в стелс уйти. Не хватит у меня все равно урона, они тут жирненькие в плане хп. Как вот слезть? Ты можешь слезть? Я 2 раза С нажал, он у меня не слез. Как тебе удалось столько прожить? Проверим скорость. Меня что-то походу подбамбливают уже. Блин, я не могу. Слишком много капитанов на один участок. Полимархи, полиморфы. Тут еще всякие. Когда он кричит, надо подождать, видимо, время, да, потому что я его сбить не могу. Ударом ноги там или как-то еще.
Блин, такой поясочек прошляпить, ну. Да, давайте, друзья. А ты чё тут стал-то? А, типа я горю? Не, я ничего убирать не буду. Потому что все равно найдут, если надо. Типа одна ошибка и все, и неизбежен удар. Сейчас, да. Подожди, она загорелась хоть? Да. Какое-то копье еще дали. Урон воина. Урон воина. Лук разбойника. Поинтереснее выглядит так-то. Ну, я чисто визуально говорю. Кинжала, не. Я с кинжалами не совладаю. 8к адреналина за удар. А тут сколько? 4 чего-то. Может, немножко с другой стороны попробовать как-то зайти. А, это был, кстати, вот этот вот. Вот этот и был, который меня убили вот перед этим. Полиморф этот, полимарх, как он там? Только один капитан. Попался. Да как тебя там поймать-то? Я тебя не знаю.
Там еще один. Хорош. Куда ты пошел-то? Так, еще капитан. Ну, они сейчас будут ходить, еще призовут. Ладно, пробуем. Пробуем. Уже на самом деле сам подустал от квеста, но хотя, с другой стороны, я понимаю, что это принесет неплохое количество опыта, как минимум. А то как бы бежать по квесту, по сюжету, ну а дальше все равно упремся. Так, давай поищем. А, вон боеприпасы. Вот он идет, идет, идет. Они вообще тут заканчиваются. Противники. Еще один идет. Ага, вижу. Ты такой труп упал, стоит. Вот, доступно снаряжение. Что-то Факит ослаб. Да стой, ты, блин, повисни.
Подальше, подальше тебя, браток. Чё ты разошелся с копьем-то, ну? Денис, здравствуй. С наступающим тебя Новым годом. Добро пожаловать. До скольких еще? Пока да не знаю. До скольких. Пока играется. В общем, осталось нам только боеприпасы сжечь и отсюда попробовать убежать. Как бы тем самым мы закроем эту крепость. Я очень надеюсь, что благополучно все получится. Не понял. А почему с двух сторон боеприпасы? То есть мне осталось одни, а метки показывают, что еще два боеприпаса. Блин. Две партии. А, рубины я должен тут найти. Рубины и боеприпасы. Все, понял. Вон рубины. Прошел. Вот они, испачканы кровью, но все еще сверкают. Так, и боеприпасы пошли жарить. Факелом. Да-да-да, там рысь. А ну-ка, говорит, стой. Слушай, а что-то он с копьем прям, правда, это, шустрый. Короче, сейчас текаем отсюда. Мы все с вами сделали абсолютно. Нам теперь точку сохранения взять. Можно сохраниться? Там какое-нибудь ручное сохранение. Слушай, действительно можно сохраняться. Чё, а чё я тормозил-то? Так. Так, вернись к Фотию. Где он? Фотий. А, вот он. Я иду к тебе, брат. Квест занял ни много ни мало, наверное, около часа. Обидно, конечно, за поясок. Вот прям поясок был топчик. Ликуй, сапфиры нашлись. Да. Жрецы никудышные воры. Хорошо, что не в навозе, да? Тебе не нужна награда. Чушь собачья. Вот, возьми. Хайре, старик. Хайра. И тебе, Хайра. Вот безделушка из сокровищницы. Никто не заметит.
Надеюсь. Вдруг ты отправишь за мной другого наемника. Ха, до встречи, Фотий. Если увидишь этого пса Маркоса, скажи, пусть платит больше. А Маркос не наш этот отчим, который, ну, отец, типа, который нас растил там. 10 к адреналину за убийство внезапной атакой. Но мне вот это понравился доспех. Я пока не буду одевать другой. По сапогам, конечно, тут мы налутались. Можно что-то и поменять. Так, плечи. Урон охотника, урон воина, здоровья нет. Эти плечи можно уже делать, так же, как и шлем. Половина урона. Это нам не надо. Пока мне понравился шлем волка, понравились наручни Тисея, чешуйчатый доспех, но, в принципе, его можно потом поменять. Пожелание. Договор с Силе, мы заплатим сапфиры, таксы в крепости Америс. Это мы выполнили. А, способности я так и не качнул, да? Пока берем воина, чтобы лучше. Тут есть кузнец. Тут возраст не помеха, есть еще какой-то у нас квест побочный. Так, да, я же могу эти, как его, адреналин метки ставить. По поводу корабля надо посмотреть. Леса 105, не фартануло мне там с бревнами. В один момент вроде неплохо бревен подсобрал, а потом слился. Новый наемник Цербера какой-то. Что-нибудь показать? Так, брат, можно мне... Мне наручники понравились. Шанс крит удару, урон убийца. А, это Эцио, странника Севера. Улучшить у него слишком много материала требуется. Хотя и здесь не меньше. Шлем воина. Давай, да, шлем воина улучшим. И наручни Тисея. Так, есть. Далее. Это мы пока не трогаем. Убийца, урон от яда. В целом тоже можно. Шлем, наручни и доспех. Потом все поменяем, если пригодится. Теперь по гравировкам. Как посмотреть гравировку, поставить? А, то есть я могу еще что-то накидать. Отразить урон от огня, попадание, урон охотника, урон убийцы. 1% урона. Так, а наручник Тесея? К общему показателю брони, здоровья. Чисто можно бустануть себя на здоровьице. Минус 35 ко всем. Минус 35 ко времени восстановления способности удар героя после успешного парирования боевого ключа Ареса. Да, попробуем к броне. Прибавим гравировочку. А чё там? 30. Стой. Плюс 30 ко всем видам устойчивости. А, это комплекты с ТС собрать. 1 из 5 героев. О-о-о. А тут 30 урона от отравления к ослаблению. Тут урон убийцы, мы можем воину урон сделать. Можем еще показателю брони 2% здоровья. Давай 2% здоровья. Я не знаю, как тут броня еще работает. Гравировки
целом недорогие. Тут камушков, кристаллов, урон воина, урон охотника, урон убийца. Просто 1% урона. Что значит 1% урона? Давай предположим 500. 10% это у нас 50. 1% это 5. Это от 500 показателя. Если убийцей, допустим, 1000 это 2%, да? А если 3000 это просто 6. Не, по-моему, это бред. Давай отразить половину урона. Шанс. Вот пока что как-то так сделаем. Потом посмотрим. Копье. 8 адреналину за удар. Урон от яда. Урон охотника. То есть, а я не могу, да, еще воина подразогнать? Животным 5 крит урона. Убийца. 20 урона способности пинок спартанца. Давай. Потом все равно сломаем это все дело. Если нужно что-то еще, дай знать. В целом основной-то я как бы сделал. Сет. А, вот, доступно вот это Ахея, вторжение армия. Вот, Д. Ричард, наверное, ты мне про это говорил, да, дружище? Типа, доступно теперь сражение. Для меня какие-то крепости прям боль одна. Хотя вот последнее оружие, это копье, какой-то он прям юркий. Прям можно пробел, удар, удар, там, ну, ворот, типа удар, удар, у ворот, удар, удар. Он прям хорошо держит. Мисти, ты услада для моих старческих глаз. Привет, мать. Да. Сильный, я бы охотно купила твое тело, а не услуги. Полегче. Не на того напала. Полегче. Извини, я поражена, что боги послали мне кого-то сообразить. Не торопись. И в то же время настолько привлекательного. Рад слышать. У Карагаса, моего мужа, трудности. Он не может утолить мою жажду утех. Думаю, никто не смог бы. У меня много любовников, но он мне дорог. Не описать, как мне хорошо с ним. Я думаю, говорит, никто не смог бы. Надо. В молодости мы убегали в лес под луной, сбрасывали одежду и ласкали друг друга до рассвета. Наши стоны эхом разносились по долинам. Нет, женщина, избавь меня от этого. Не ожидала, что такой грозный наемник будет брезговать удовольствием. И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает тому, кто его выпил, силу и выносливость Эроса. Принеси ингредиенты, и я напою им своего мужа. Муж, небось, уже смылся. Давай, я найду ингредиенты. Я помогу тебе. Только оставь свои ночные похождения при себе. У нас с Карагасом есть деньги. Для эликсира мне нужны мошонка медведя и язык оленя. О, и ничего больше? Я хорошо заплачу. Карагас тоже не останется в долгу. Друзья, я даже скриншот сделаю. Так, а где мне найти медведя? Есть медведи? Я слышала, крупный медведь облюбовал пещеру у святилища. Так. Рядом водятся олени? Это Факида, здесь повсюду олени. Весьма странный эликсир. Как ты о нем узнала? Пифия рассказала мне о нем. Она мудра, я ведь не знала, что столкнусь с такой напастью. Я принесу ингредиенты. Просто возраст не помеха, отслеживать задание. Так, ну что ж, друзья.
Хорош. Как бы нам сфотографироваться-то? Мать. Ну-ка стань на фоне быка. Блин, она все равно уходит. Все, топ. Друзья, да, давайте, наверное, на сегодня закончим стримские. Пришло мне сообщение, надо бежать, в общем. Вот. Как-то так. Бежать, закупаться и так далее. Будем встречать Новый год. Слушайте, по поводу, когда стрима, ну, завтра я постараюсь сделать розыгрыш. А по поводу прохождения, ну, наверное, в следующем году мы встретимся. Хотя в этом году я особо-то не успел пройти все серии Ассасина. Но вот эти части мне реально заходят. Вот типа Одиссея, типа Истоков. Я еще не видел, то есть не играл в Вальгалу. Хотя уже в рекомендациях выплывает, там какая-то девочка проходит ее. Причем интересно выглядит. Вот, я посмотрел краем глаза. Ну как без этого-то? Вот, ребятки, спасибо всем, кто подтянулся. Спасибо, что нашли время. Забежали, поддержали. Давайте встретимся с вами завтра. Хорошего вам дня, да, хорошего настроения. С вами был Михаил, канал BaelStream. Давайте, пока, друзья. До завтра.